Рыбы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на 2024 год. Посмотрим с вами, проанализируем, к чему подготовиться, что вам принесет этот высокосный год дракона, какие перемены войдут в вашу жизнь и какие энергии. Но прежде чем мы приступим, я хочу сделать небольшую ремарку. Для тех, кто ждал годовые расклады по 12 домам, они будут, но они будут с позиции аналитики. То есть что нам нужно будет проработать по каждому из домов натального поля. Сейчас же мы выполним расклад прогностический, то есть что должно свершиться и наиболее вероятно произойдет по каждой сфере жизни для вашего знака зодиака, и выполнять я его буду по своей авторской методике. Те, кто желает проанализировать ушедший год или уходящий год 2023, ссылку на это видео я оставлю в комментариях, вы сможете посмотреть и проанализировать, понять, какой же из знаков для вас в большей степени резонирует и какая информация в большей степени отыгрывается. Поэтому ссылочка в комментариях. Ну а мы приступаем. Работаем сегодня с волшебными колодами Таро Золотой Нити, а также Dream Spell Таро. Поэтому приступим. Итак, рыбы, что же вас ожидает в плане бизнеса, карьеры и финансов? Смерть. Но не нужно пугаться. Я думаю, если вы захотите проанализировать, по-моему, у Козерогов был этот же аркан на работу. Смерть не является однозначным арканом. Она может говорить как о завершении цикла, так и полной трансформации и кардинальным переменам в сфере работы. А именно, это может быть переход с одной должности на другую. Это может быть ситуация, когда вы увольняетесь и уходите на новую ниву вашей деятельности. Кто-то может открыть свое дело, а кто-то вообще не работать, уйти в декрет или, может быть, на заслуженную пенсию. Поэтому раскрываем и смотрим, что же здесь будет по факту. Итак, у вас здесь ложатся следующие арканы. Семерка мечей, шестерка мечей и двойка монет. Это как альтернатива, которая у вас появится. Как следствие, вы для себя будете выбирать наиболее лучший, оптимальный вариант. Почему? Семерка мечей — это может быть ситуация, когда вас подсиживают или в коллективе, на работе. Нездоровая атмосфера, обстановка. Поэтому шестерка мечей — это желание уйти с целью обретения для себя стабильности, комфортного образа жизни, ну и, конечно же, улучшения финансовых условий. Если смотреть в целом эту триаду карт для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, это ситуация, когда вы понимаете, что нужно искать для себя альтернативные источники дохода. То есть помимо, допустим, каких-то официальных выплат, будь то субсидии, дотации, пенсии, пособия, то есть активно вливаться, знаете, как и нестандартно подходить к вопросу заработка. Изучать для себя нечто новое, обретать азы, навыки и знания, которые вам позволят зарабатывать. Да, по двойке монет это может быть периодический заработок, но тем не менее, который по рыцарю чаш идет вам в радость, в удовольствие и будет хорошей финансовой поддержкой. Для тех же, кто у нас является соискателем. Справедливость. Справедливость говорит о том, что вы будете отсекать варианты, где вам предлагают неофициальную работу. А семерка мечей — это, как правило, когда вас официально не трудоустраивают. Поэтому шестерка мечей и двойка монет — это искать до тех пор, пока вы, так сказать, не найдете. Но будет ли у вас здесь перспектива трудоустройства по королеве мечей? Да, поэтому переживать здесь не о чем. Просто может сложиться таким образом ситуация, что вам могут сказать: якобы на период стажировки вас берут без оформления, но потом так и окажется, что вас оформлять не собирались. Поэтому здесь все эти моменты сразу оговаривайте, так сказать, на берегу, чтобы потом не попадать в неприятные ситуации. Так, для тех, кто у нас наемный сотрудник. Солнце. Солнце — это пролить свет на ситуацию, это открыть для себя новые возможности, и, конечно, вы будете уходить в более перспективное, конструктивное русло. Это может быть как та же самая ниша, поле деятельности, но на другом предприятии. Или в целом это может быть ситуация, когда вы взвесите все за и против и можете уйти и работать на себя. Но для вас это, знаете, как держаться за более комфортные условия труда. То есть ради них вы готовы будете поменять многое в своей жизни. Для тех же, кто владеет собственным бизнесом, по девятке мечей это переживания и страхи, что бизнес может быть невостребованным, или здесь опасение, что он будет в упадке. Поэтому многие могут закрывать текущее дело и активно вкладываться в новое, то есть полностью как трансформировать свою энергию в новое русло. Смотрим финансовую сторону. По финансам.
Жрец. Сам аркан, он не говорит о вопросах достатка. Почему? Потому что это карта духовности, духовного роста. Но вместе с тем, это акцент на то, что вам могут приходить деньги через обучение. То есть вы можете быть репетитором, наставником, коучем, тренером или создавать какую-то свою площадку, писать курсы или там мастер-классы, бизнес-тренинги, быть приглашенным коучем, оратором на каких-то форумах, на каких-либо собраниях. То есть вы будете получать дивиденды от ваших знаний, от того, что вы обучаете. Ну и, конечно же, не меньше вы будете тратить на обучение как свое, так и, допустим, ваших детей, потому что данный аркан это предполагает. Но мы, конечно же, его раскроем и посмотрим, о чем он вам здесь говорит. Итак, король жезлов, 8 монет и аркан повешенный. Это говорит о ситуации, что вы заработок, который вам будет приходить, активно будете либо накапливать, откладывать, потому что повешенный это жить в режиме экономии ради каких-то более масштабных целей. Плюс, если смотреть по этим картам, очень многие ресурсы вкладывать в свое развитие, в свое обучение, потому что это год трансформации, вы будете понимать, что сейчас те навыки, которые вы приобретете, они впоследствии вас будут кормить. И здесь действительно очень много ресурсов вами будет потрачено на реализацию задуманного. Если смотреть в плане финансовой, знаете, как подытожить, вот раскрываю колоду, здесь ложится 6 жезлов. То есть деньги будут, деньги приходят, и здесь хороший доход, поэтому вам переживать здесь не о чем. Но повторюсь, почему копить? Потому что здесь или это будет связано с отъездом, или более глобальными переменами. Потому что 6 жезлов – карта триумфа, достижения цели. Ну, например, кто-то откладывает деньги, потому что едет на какие-то соревнования. Или готовится к свадьбе, потому что 6 жезлов у нас также сигнификатор брака, бракосочетания, венчания. Или, знаете, как это могут быть вопросы мобильности. То есть вы можете копить, копить, откладывать, чтобы приобрести себе авто. Это образно. Потому что здесь, это, знаете, как трансформировать материальное для себя в наибольшие блага. То есть не с позиции, знаете, как деньги пришли, ушли. Нет, а тут действительно копите и экономите ради каких-то более высоких целей. Смотрим с вами вопросы здоровья. Башня. Кстати, вы не единственный знак, кому ложится башня на здоровье. Почему-то у многих в рамках этого года это вопросы опорно-двигательного аппарата, а именно все, что касается у нас суставов, конечностей, связок, сухожилий, в особенности, если есть смещение дисков позвоночного столба, протрузии, межпозвоночные грыжи. Обратите на это особое внимание, потому что это может быть таким вот основополагающим моментом и той сферой, куда нужно будет приложить максимум энергии, времени и ресурсов. Почему я это говорю? Потому что если вы здесь боялись, что здесь там какая-то катастрофа, авария или что-то серьезное, или там, не дай бог, переломы, ничего такого нет, вы здесь этого видите. 9 жезлов, умеренность и жрец говорят о ситуации, связанной, у кого проблема, повторюсь, с суставами, со связками, с сухожилиями. Вот эти вопросы будут на повестке дня, потому что здесь умеренность и жрец, это, так сказать, привести вас в рабочее состояние, восстановить. И здесь еще акцент на укрепление иммунитета. Потому что если смотреть по связке карт, в течение года можете быть подвержены синуситам, фарингитам, ларингитам, то есть каким-то ОРВИ-заболеваниям. Но все по той причине, что, к сожалению, мало заботитесь о себе. Посмотрим, что нам покажут карты с точки зрения личной жизни. Повешенный. У вас по повешенному здесь идет застой. Застой или переосмысление. Я буду раскрывать эту карту. Объясню почему. Потому что для многих это аркан, который говорит, что вы пошли как неправильным путем. Почему? Потому что повешенный – это ситуация, когда вы в прошлом году что-то сделали не так, накосячили, а в рамках этого года вы будете ситуацию пытаться исправить. Повешенный – это, знаете, как изменить подход. Это, знаете, по принципу не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Это меняются взгляды, меняются убеждения, меняются вкусы, меняются даже предпочтения. То есть вам нравился один типаж людей, сейчас совершенно иной. Опять же, выбирать человека по духовному росту, по сердцу, а не по каким-то убеждениям, там, знаменит, богат или там еще какие-то факторы. То есть здесь как полностью меняется концепция происходящего. Будем раскрывать, будем смотреть, что же здесь по факту. Так, звезда, 7 монет, 3 жезлов.
дно колоды у нас ложится карта «Отшельник». Она говорит, что тех, кто у нас сейчас на текущем этапе свободен, может быть проблема с построением взаимоотношений, потому что вы хотите здесь все и сразу, а по факту из-за вашего напора, из-за вашей активности, знаете, как вы можете задушить человека своей любовью и, как следствие, сами от этого страдать. Поэтому даже все новые знакомства здесь могут перейти в формат дружеских связей. Поэтому, пожалуйста, будьте здесь внимательны. Предупрежден, значит вооружен. Соответственно, эту ситуацию вы можете каким-то образом исправить или искоренить. Потому что иначе здесь тогда не поменяется ситуация для вас в плане личной жизни, в плане взаимоотношений. Сейчас даже посмотрю вот еще раз для тех, кто у нас свободен. Что здесь? Смотрите, я карты тяну при вас. И многие сетуют, поверьте, вы не единственный знак, у кого этот год несет какие-то такие знаковые перемены, кардинальное переосмысление всего и вся. Некоторые знаки на меня тоже злятся, я уже предвкушаю там от дев и от козерогов, потому что падают такие арканы. Но, ребят, я всегда за правдивые расклады. Я не вижу смысла изымать какие-то негативные карты. Если информация так идет, значит, ее нужно осознать, принять, проработать и сделать все так по максимуму, чтобы это не отыгралось. Но для тех, кто у нас сейчас свободен, вы и дальше будете в поиске. Почему? Потому что здесь в первую очередь нужно будет осмысленно менять себя, свое духовное сознание, работать со своими психоэмоциональными установками, с травмами детства. Потому что повешенный – это ситуация, вот сейчас не обижайтесь, когда вы жертвуете полностью собой ради какого-то человека и сами потом остаетесь ни с чем. А ваша задача научить себя любить, ценить, ставить себя превыше других и делать все для того, чтобы, так сказать, за вами бегали, за вами тянулись, а не вы активно проявлялись кому-то. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, что же здесь? По повешенному ситуация неизменна. Сейчас объясню. Для тех, кто у нас является семейным, то есть женатые или замужем, то есть вы как были в браке, так и остаетесь, но по-прежнему, да, у вас будут отношения на стороне. И если здесь возможность, спрашивают, да, и будут спрашивать любовники, любовницы, если тут возможность построения отношений с вашим возлюбленным или возлюбленной, к сожалению, здесь нет. То есть тут отношения как оставались в тайном формате, так и не останутся. А все почему? Потому что по повешенному, кого-то может устраивать такая ситуация, и вы не хотите большего, не стремитесь к большему, я имею в виду к созданию семьи с новым человеком. А для кого-то это просто такая позиция, я лучше буду молчать, лишь бы тебя не потерять, потому что вот знаете, здесь как я пожертвую всем, только лишь бы быть с тобой рядом. Вот это, конечно, неправильная позиция, неправильное поведение. У тех же, кто у нас находится в стабильных союзах. Повешенный, это может быть просто скука, рутина, но здесь, видите, у вас все ровно. Потому что, смотрите, здесь суд, здесь четверка жезлов, вы как были в семье, так и остаетесь, но есть одно но. Помните о том, что вы целостная личность. Не позволяйте, так сказать, на себе кататься, чтобы на вас нагружали все бытовые аспекты, обязанности, обязательства, потому что можете себя в этом потерять и раствориться. Повешенный – это когда вы жертвуете собой, своими интересами ради членов своих семьи и сами от этого страдаете. Вот здесь нужно грамотно подойти к этому и это проработать. Дать понять вашей второй половине, что вы самодостаточная личность, тоже преуспевающая, у вас есть там свои стремления в плане хобби, встречи, может быть, с друзьями, знакомыми, или просто ситуация, когда нужно все делать, так сказать, в равных долях. В том числе то, что касается каких-то бытовых нюансов. Смотрим с вами неожиданность периода. Неожиданность у вас ложится аркан сила. Это осознание внутренней силы, это обретение себя, внутреннего стержня, в некоторой степени, может быть, какой-то жесткости. Опять же, акцент на укрепление силы духа, иммунитета, активные занятия спортом. То есть это тут преобразить себя, создать из себя структурную, целостную, сильную личность. Вот этим вы будете озадачены, обеспокоены, и для этого вы будете прикладывать максимум усилий. Так, что здесь по неожиданности? Итак, у нас здесь ложится король мечей, паж жезлов и туз чаш.
Здесь может быть увлечение новым человеком, но из-за того, что вы как бы напором, силой на человека давите, потому что сила здесь не только поддержка, посмотрите внимательно на карту. Это в большей степени касается девушек и женщин. Смотрите, здесь девушка вот как давит на этого льва сверху. То есть, девчонки, можете реально своей любовью, чувствами, эмоциями человека задавить, и как следствие вот те связи, которые могли бы у вас перерасти в нечто большее, могут остаться в дружеском формате. Потому что, смотрите, король мечей, паж жезлов и туз чаш, это вот как это сформированная эмоция, это влюбленность. Она может, так сказать, остаться на том же уровне, и вы с этим человеком можете быть друзьями. Еще в положительном ключе, в контексте, это может быть обретение поддержки со стороны руководителя, коллеги, человека, который вас верит, мотивирует и говорит, давай, давай, все получится. Но по этим картам это в большей степени касается как новых стартов, а именно, то есть может быть новое хобби, новое увлечение, там спорт, там, новая какая-то деятельность, потому что, раскрывая колоду, здесь рыцарь мечей. Это как идти какой-то прорыв, это активная работа над собой. Опять же, воспитание в себе самодисциплины, самоконтроля. Ну, в большей степени это касается вопросов, повторюсь, спорта и состояния здоровья в целом. Оцениваем ситуацию по другим сферам. Что у вас здесь? Что у вас здесь? Так, карта года, карта совет. Что уйдет и что придет? Так, что уйдет? Что уйдет? По дураку. Не то чтобы уйдет веселье, но знаете, как уйдет инфантильность, легкость и непосредственность. То есть ко всем вещам, которые будут происходить в рамках года, вы будете относиться более серьезно. То есть уйдет некоторая вот эта вот витальность. Сейчас раскроем карту. Маг, пятерка чаш и рыцарь монет. И наконец-то придет осознание. Вот видите, маг, пятерка чаш, что не нужно впадать в депрессию, в отчаяние, в состояние невроза, а здесь нужно активно работать над собой, особенно над своим позиционированием в социуме. Потому что по дураку имело место быть или могла быть ситуация, когда ваше окружение вас могло не воспринимать серьезно. И неважно, в бизнесе, в дружеских связях или в личных отношениях. Ну, например, если брать личный союз, то по дураку это такое восприятие, ой, да можно из этого человека веревки видеть. Или вас не воспринимали серьезно как партнера или партнершу для построения серьезных стабильных отношений. Понимаете, то вот здесь как раз проработать для себя эти моменты и все, и больше не пускать их в свою жизнь. То, что придет, маг. Вот видите, вы из дурака выросли в мага, потому что здесь теперь я четко понимаю, чего я хочу. Я знаю, как этого добиться, как это сделать, и теперь в моей жизни все будет под контролем. Карта маг – это рост профессионализма. Это в первую очередь вопрос повышения самооценки, рост мастерства или быть экспертом в какой-то нише. В целом ситуация, когда уже не вами манипулируют, а вы становитесь тонким манипулятором. Конечно же, аркан еще может указывать на взаимодействие с какими-либо узкопрофильными специалистами в любой нише, в любой сфере, которые могут вам оказать какую-то помощь, поддержку или содействие. То есть будь то там юрист, врач, тренер, психолог или, может быть, адвокат или какой-то эксперт. Смотрим, о чем говорит этот аркан. Какие энергии он в себе несет. Четверка мечей, королева мечей и башня. Это в первую очередь научиться понимать и принимать не то чтобы ситуацию краха. Сейчас объясню. То есть научиться принимать поражения, научиться их переживать и идти, знаете, как с легким взглядом в светлое будущее. Ну, к примеру, вы там боролись за какую-то вакансию, вакансия вам не досталась, вы там себя накрутили, я там плохой специалист или что со мной не так, то вот сейчас вы будете подходить к этому рационально и по четверке мечей спокойно. То есть позиция это будет, это не я что-то потеряла, это они меня потеряли. Потому что королева мечей и башня теперь это вас не будет разрушать или не будет так вам ятрить душу. Более того, здесь действительно может быть проработка со специалистом какого-либо неудачного опыта, особенно если это касается личной жизни, или психоэмоциональных травм, которые могли на вас сказаться или отразиться, потому что эти карты могут еще указывать на глубокие психоэмоциональные проблемы у тех, кто
пережил боевые действия или там находился в оккупации, так как эти арканы указывают на разрушенное психоэмоциональное состояние, как разрушенную душу, то здесь вы, к сожалению, можете самостоятельно не справиться. И нужна будет действительно помощь эксперта, который, так сказать, наставит вас на путь истины и поможет справиться с этими проблемами. Смотрим карту года. Колесо фортуны. Не зря я вам говорила, что год для вас будет знаковый, будет ключевой, потому что колесо фортуны – это кардинально резкие перемены во многих сферах жизни. Но для вас они со знаком плюс. Да, они ключевые, да, в чем-то они могут быть болезненные, но они идут во благо. Потому что когда у нас ложится колесо фортуны как карта года, удача или вселенная дают вам то, что вам на самом деле необходимо, и то, что для вас будет лучше, а не то, что вы там себе напридумали, знаете, или визуализировали. По принципу, если это отношения, то есть вы вцепились там в какую-то девушку, вот хочу только ее, хотя вам, знаете, как сама вселенная, не твое, не лезь, убьет током. И вот у вас таким образом сложатся обстоятельства, когда вам дадут то, что вам на самом деле необходимо. Понимаете? То есть какую-то другую представительницу прекрасную противоположного пола. Или это, допустим, работа, за которую вы держались и думали, нет, никогда, ни за что, я же столько строил карьеру. Колесо фортуны – это опять таким образом сложатся обстоятельства и ситуация, что вам дадут лучшее, чем то, что вы имели ранее. Смотрите, 8 жезлов, 5 мечей и 10 мечей. Прекращается хаос, потому что 8 жезлов – это когда скорость, переезды. Кстати, у многих это еще по этим картам, как окончательно переехать и осесть на месте на каком-то. Ну, допустим, все, вы приехали, выбрали себе новую точку обитания, и для вас это может стать родиной. Еще, о чем говорят эти карты? Это прекращение коммуникации и общения с человеком на расстоянии. Если у вас с кем-то были отношения на расстоянии, все, они будут прекращены. Или же, если вы с кем-то, не знаю, поехали где-то познакомились за рубежом и делали очень большие ключевые ставки на этого человека, то все. Как показывают арканы, это отсечь от себя эти энергии, идти смело в новое. Плюс 8 жезлов – это известия, которые, с одной стороны, как прибивают, потому что здесь ложится 5 мечей, 10 мечей, дотягиваю карту дурак, о кардинальных переменах, о новых переменах. Ну, например, вам говорят, предприятия будут закрываться, идут сокращения. Для вас шок, то есть информация, которая шокирует. Но по факту для вас она откроет новые возможности, которых вы пока не видите и которых вы пока боитесь, но они для вас будут во благо, будут идти со знаком плюс. Смотрим совет и рекомендацию от карт. Колесница, прорыв, движение, возможности. И, конечно же, в плане совета это поездки, переезды, смены места жительства, активность. Это реализация себя на новом поприще, это активное развитие, может быть, там, в социальных сетях или в сети интернет, если у вас свой бизнес, свое дело. И колесница – это наконец-то брать вожжи своей судьбы в свои руки, нести ответственность за ваши поступки, за ваши действия. Для некоторых, особенно в связке карт, это еще может идти знаковая покупка, обретение мобильности. То есть вы покупаете автомобиль. Причем, если смотреть по этим картам, это, знаете, как... по вашему бюджету автомобиль лучше, чем ранее вы могли себе позволить, потому что здесь идет повышение социального статуса. Так, что у вас здесь? 2 жезлов, смерть и 3 мечей. Это те арканы, которые показывают, что у вас, у тех людей, которые сомневались и постоянно боялись сделать выбор, таким образом будет складываться ситуация, что если вы не научитесь принимать решения и выбор делать, то этот выбор будет делать за вас. 2 жезлов, смерть и 3 мечей – это как не оставить вам вариантов, если вы долго колеблетесь и не можете, повторюсь, взять бразды правления в свои руки. То есть, например, вам говорят, слушай, тут надо подумать, у тебя там из серии есть 2-3 дня на раздумье. Вот мы тебе предлагаем идти там директором в новый филиал, но тебе для этого нужно будет переехать. И вы там телились, думали, и как раз вам говорят, ну все, долго думал, мы там нашли нового кандидата. Или, например, вы решаетесь ехать, не ехать. Пока вы решались, возможность, допустим, уехать отпала. То есть здесь нельзя медлить, потому что колесница – это держать руку на пульсе, это идти в ногу со временем. И, как следствие, ловить вайб происходящего. Год непростой, вы видите сами. Обманывать вас или какие-то скрывать факты, я не вижу смысла, потому что в любом случае по окончании года мы все это будем анализировать и смотреть, как отыгрывается. Я, конечно же, вам рекомендую еще посмотреть асцендент, дабы сопоставить, сравнить, сделать выводы и посмотреть, по каким энергиям у вас больше откликается, по каким энергиям у вас резонируют расклады.
От себя я в любом случае хочу сказать, что я искренне вам желаю любви, счастья, благосостояния, финансового благополучия, крепкого здоровья, найти себя, свою нишу, свое поприще, свой путь в жизни и, конечно же, верное плечо рядом. Меняйтесь духовно, личностно, растите. Пусть этот год для вас будет самым благодатным, который вам откроет двери в новую жизнь, в которой вы будете счастливы и сможете реализовать все свои мечты. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.